Так, моя любимая тема – это мужчина и женщина, отношения и почему они все провалились. Ну, перемотаем назад все, что проблема вот эта перекоса мужского-женского пошла вообще давно. Мы на сегодняшний день имеем, что мужчина проседает в отношениях, и женщина занимает лидирующую позицию. То бишь это рабочие отношения, какие-то отношения семейные, любовные там, и так далее. Как это происходит? То есть мужчина, тем самым не замечая, он проваливает баланс значимости. Я это говорю даже на своем опыте. У меня, в принципе, куча было отношений. Туда, влево, вправо. Я вообще как слепой крот не понимал, что же происходит, куда я иду. Не та девушка, не клеится, не сходится и так далее. Вот. И по своему примеру могу сказать так, что я тянулся к страстным девушкам. То есть, я не смотрел глубину внутрь девушки. Я смотрел внешние факторы. И это самая главная ошибка, по факту. Вот. И в данной ситуации можно ходить слепым всю жизнь. Не видеть этого, не понимать, ходить просто как на конфетку облизываться на девушку, да, и вообще не понимать. А она просто этим пользуется, манипулирует и так далее. Специально она это делает, не специально. Разные моменты есть. Есть специально, а есть, где у девушки это уже отработанное из детства идет, где она в детстве, согласно своего воспитания, круга общения, выработала такой стержень, который по-другому нельзя рассматривать в жизни. Вот так она живет. Либо ты поклоняешься и вау, богиня, принцесса моя. Либо она говорит, не, все мужики козлы, и давайте следующего, как в магазине. Так вот, этот перекос вообще в нынешней цивилизации колоссально сильный. И не во всех странах, но в большинстве странах это прям сильно чувствуется, что матриархат, главное слово за женщиной, а мужчин там в стороне постоит там, для мебели. И это не только в тех видах, которые я перечислил, это то же самое в политике, в экономике. Вообще это настолько масштабно все это, что это мы наблюдаем женщины-президенты, женщины какие-то политики, руководители каких-то крупных компаний и все прочее. Я не говорю, что типа так не должно быть, все иначе. Я просто хочу предысторию сказать и почему мы в этом оказались вот так. Я считаю, что этот момент, он еще начал выходить с прошлых цивилизаций. И пример возьмем Египет, где начали возводить женщин в какие-то там определенные богини и так далее. Потому что изначально боги, женские богини, они занимают позицию деторождения и какой-то мистики, колдунства, шаманства. Это в основе. Я не говорю все. Если мы говорим в процентном соотношении. И остальные, с точки зрения боги, это мужские. Боги, которые создают что-то, да? Женщина тоже не может создать ребенка без мужчины. Но мужчина сюда не вписывается, и все лавры женщине. Она же выносила, она же родила, и все.
И касаясь вот Египта, когда начали возводить вот этих богинь женских, тут же и ушло это в жизнь. То есть начали возводить на пьедестал фараоны своих жриц там, и так далее. Не с точки зрения знания, а с точки зрения страсти и развратности этих фараонов. То есть тогда уже пошли предпосылки того, что они, развращенные мыслями, воплощали всякие вещи, которые предводили то, что незаслуженно, скажем так, выводили на пьедестал этих людей, девушек, женщин. И это стало разрастаться. Ну, то есть это не только мы имеем там в Египте, да, это и другие цивилизации, то же самое есть. Вот. И ситуация такая, что мы имеем в нашей цивилизации это намного мощно расширено произошло, так как сейчас женщины очень много лидирующих позиций занимают, и мужчины как-то это отошли в сторону, они больше принимают почему-то женские обязательства, то есть мужчины превратились масштабно в женщин, а женщины в мужчин. Ну, то есть стал перепад энергии, да, то есть мужчины берут мужскую энергию, воплощают в нее, и потом типа, слышите, а где тут этот мужик, который мне там поможет ребенка сделать? Все, больше мне не надо, я там все сама добилась, карьера есть, деньги есть, все замечательно. Вы мне только дайте там красивого, мускулистого, чтобы просто оставить после себя ребенка. А у мужчин, наоборот, они как-то стали вот эти внутри себя перекосы, что он не понимает, а почему он себя так ведет. Ну, то есть, что произошло. И в России, особенно когда мужчины повадки вот на красоту, на страсть какую-то там и все прочее, они выбирают с точки зрения внешности, не понимая, что содержит этот человек внутри себя, какая там душа. Душа там черствая, черная и мрачная. И здесь исходит то, что во многих странах ситуация идентичная. Я пример возьму вот с Гватемалы, где все говорят: о, мачизм, тут мужчина главный, как сказал, так все и будет, а женщина там на второстепенной роли. Это верная ситуация. Так издавна было, ну и так, я считаю, и должно быть. То, что мужчина теряет вот эту энергию и не может управлять мужской, это другая история. Но сама система, структура, она издавна так задана, потому что, если возвращаясь в прошлое, мужчина — это охотник, добытчик, и он все приносит в семью для обеспечения крова и воспитания детей. А женщина — это хозяйство, быт и кормление ребенка. И в Гватемале вот ситуация, когда там говорят, почему они так говорят? Потому что они смотрят, у них есть восприятие внешнего мира. Когда ты смотришь на внешний мир, на другие страны, такой: подожди, там все по-другому. А почему у нас так? Мы тоже так хотим, как другие страны. И когда есть сравнение, люди начинают об этом говорить, что нет, здесь жесткий мачизм, так в других странах не живут. Я не отрицаю, что мужчины определенные есть очень жесткие, и они, наоборот, пользуются этим, то, что им там подчиняются, они как-то начинают уже и бить женщин, и там использовать в разных ситуациях. Это неправильно. Но также есть ситуация, где, наоборот, женщины, да, если мы берем там про другую страну,
пользуются мужчинами там во благо себя родной красивой. Вот. И вот эти перекосы, которые мы имеем, создают вообще дискомфорт вообще в обществе. Я бы не сколько сказал в отношениях, а в обществе. Потому что есть в обществе то же самое с точки зрения политики, экономики, где происходит, ну, как сказать, женщины лоббируют женщин, а мужчины не стали на это смотреть. Если раньше была ситуация, что женщин не допускали там, к политике, то есть были жесткие ограничения. То есть мужчина все-таки должен быть в политике, он должен быть президентом там, и так далее. То сейчас таких ограничений нет. Если ты там как-то дошел, какими способами мы не будем уже говорить вот, до этой ситуации, то ты принимаешь эти лавры и руководство страной, либо там компанией, либо еще чем-то. Вот. И этот перекос как раз и дает, что женщина уже почувствовала мужскую энергетику в себе, она мужскую энергетику не то что родила, так развила мощно, что она начинает уже себя вести как мужчина. То есть, так, задание вправо, влево, я отвечаю, я получаю, ты там идешь туда-сюда. Многие женщины, даже занимающие руководящую позицию на работе, приносят это в себе в дом, ну, то есть в семейные отношения. И в семейных отношениях происходит, опять-таки, проблема. Ну, либо женщина начинает руководить процессом всем, мужчине это не нравится, и мужчина уходит. Либо наоборот, женщина находит себе мужчину, который, в принципе, ее слушает, выполняет все указания. Но происходит другой момент. Женщине начинает становиться скучно. Как так меня слушают? Что за мужик? Тут вообще как она, женщины любят. Ну, даже не поругаешься, не поспоришь. Как-то жизнь скучна. Они сами ищут драйва, чтобы разнообразить себе жизнь. И поэтому, если мужчина все выполняет, опять становится скучно так. Следующего, что-то как-то искорки нет, пропало, запало нет больше. И у нас это повсеместно происходит вообще везде. Не только, я бы сказал, там в России, там другие страны также есть. А когда это еще переплетение разных народов, то там еще приносится свой менталитет. Ты вроде сначала думаешь, да, этот у человека такой менталитет, да, они такие, допустим, мексиканцы, мексиканки, они такие, да, это нормально. И ты пропускаешь это, ты увидишь уже то, что ты уже провалил баланс значимости, как мужчина свой, и ты просто не понимаешь, что дальше. А почему в данной ситуации? Вот. В данных проблемах масштабных мы там одним щелчком все это не решим. Но самое главное, конечно, начинаем с мелочи, начать нужно с себя. И начать с себя и понять вообще всю эту структуру, как это все вообще разложено, как это работает, почему я себя так веду, почему я там проваливаюсь. Я с точки зрения мужского пола сейчас говорю. И когда вот этот начинаешь структуру понимать, видеть, как она вообще разложена и почему там ты себя так ведешь, то это вообще открывает глаза. Ничего себе, я спал. А почему со мной это так все происходило? И я жил вообще завязанной повязкой, не понимал, почему я там делаю этой девушке все, а в ответ получаю в конце фигу большого. Вот. И тема, она такая очень широкая, очень глубокая, на нее можно очень долго говорить. Но как настроить этот процесс? Процесс надо настроить с себя. Почему? Потому что, понимая всю эту ситуацию, как я писал, как это работает, как эта структура выстроена, ты работаешь сначала над собой,
выстраиваешь это все в себе, все вот эти балансы энергии, мужские и женские, грамотно, верно, потому что инь-ян, там вот это все прочее, мы сейчас можем в другую сторону уйти. Как раз распределение идет. Ты должен грамотно управлять мужской стороной, ну и женской, которая присутствует в человеке. То есть и в мужчине, и в женщине это есть. Если где-то преобладает другого больше, то это происходит, соответственно, либо провал, либо какой-то мачизм, как в Гватемале любят говорить. И когда в себе это человек настроит, то потом ты будешь притягивать то, что ты сам являешься. Человек — это вообще энергия, и он притягивает то, что он сам излучает. Это как и связка с землей. Можно притянуть и почувствовать землю, ту, которую ты знаешь, был, возможно, жил, и тех людей, которые тебя окружают. Потому что тебе не будет уже интересно с тем человеком, который там раньше был такой красивый, с большой грудью и все прочее. Он уже будет неинтересен, потому что ты уже видишь совершенно другую личность, а не то, что это нарисованная картинка. Люди повадки на картинки, на визуал, все, что нас окружает. И да, это как бы масштабно настигает, картинки меняются, улучшаются, красивее, с блесками, мигающие становятся, человек теряется, вау, и туда бежит. Но картинки надо убрать и заглянуть глубоко внутрь. Как себя, так ты будешь и ощущать уже глубоко внутри другого человека. Вот. Поэтому этот момент очень важен. И когда это понять, как это вообще система, структура функционирует, можно увидеть совершенно других людей даже вокруг себя. Можно увидеть, а что я с ними... Вообще, на чем я сконнектился, как я с ними общаюсь, вообще не понимаю. Ты про что? Открыть себя, узнать себя. Самое главное. И тогда все окружение, которое будет вокруг, оно будет совершенно другим и более полезным для дальнейшего своего развития. Я не хочу жить вечно, только боюсь умирать. Знаю, что все конечно, но не могу не кричать. Я не хочу все знать, но у меня есть цель, и мне нужно понять.